Всем привет, это канал «В погоне за стадио», 4-й выпуск канала и второй выпуск трехдневного путешествия через Пьяченцу, Монцу и Верону. Сегодня мы находимся в Монце. Монца более движовый город, чем Пьяченца явно. Вы сейчас видите за моей спиной спортивный праздник. Здесь все виды абсолютно спорта, и баскетбол, и фитнес, и можно подраться, и грушу побить, и все что угодно. Вообще Монца город сам по себе тоже небольшой, как и Пьяченца. Здесь население всего 120 тысяч человек, он находится совсем недалеко от Милана, буквально в 10 минутах. И, конечно, самое известное место Монцы – это легендарный автодром, на котором проходит Гран-при Формулы-1. Именно на автодроме провели фотосессию, презентацию третьей формы Монцы этого сезона, которая содержит отсылки к главной трассе Италии. Автодром Монца построили в 1922 году. Это одна из старейших трасс для гонок в мире. Во время Гран-при Формулы-1 она вмещает 135 тысяч зрителей и 75 тысяч мест сидячие. Что интересно, автодром находится в национальном парке Монца. Сейчас вы видите его за моей спиной. Это один из самых больших национальных парков в Европе. Его площадь составляет 500 гектар, а протяженность достигает 14 километров. В парке можно погулять, покататься на велосипеде, покормить белок, посмотреть королевскую виллу, даже поиграть в гольф и, что самое интересное, дойти до автодрома Монца пешком. Но в этот раз мы на автодром не пойдем, потому что в этот раз мы идем на футбол. Монца умеет зарабатывать не только на гонках и футболе. В регионе отлично развиты многие виды промышленности: машиностроение, пищевая, бумажная. И вообще, по факту, Монца является одним из самых продуктивных регионов не только в Италии, но и в Европе. В Италии есть одна проблема, которую я не могу понять, честно говоря. Это набережные. Вот здесь еще в Монце более-менее есть какие-то лавочки, деревья, но зачастую набережные заброшены. И для меня это большая загадка, почему они не вкладываются. Ведь рек у них, морей, ну просто безумное количество. Футбольный клуб Монца был образован в 1912 году. Известен общественности он стал только в 2018, когда его приобрела компания Fininvest. Ее возглавлял уже ушедший от нас Сильвио Берлускони. Также в совет директоров вошел Андреа Галлиани. Именно эти два человека собрали тот самый Милан, который добился многих успехов. Эмблема футбольного клуба Монца плотно и напрямую связана с историей города. Наверху находится железная корона, которую использовали веками в Италии для освящения правителей. И посередине меч Эсторо Висконти, он был правителем города Монца в XIV веке, и судьба у него была довольно тяжелая. Главное противостояние с точки зрения ультрас – Скома. Неудивительно, ведь между городами всего 30 километров. А вот дружит Бриансоли с испанцами, если быть точнее, с фанатами хихонского Спортинга. И в 2022 году на их курве появился баннер на эту тему.
Бианконероси проводят в элите итальянского футбола только второй сезон. В прошлом они набрали 52 очка и заняли 11 место. И это второй лучший результат в истории после Кьева в 2002 году. Тогда те набрали 54 очка. Стадион Бриантео был построен в 1988 году за 18 миллионов итальянских лир. Сейчас он называется, как вы видите, U-Power. Это компания, которая занимается производством спецодежды. Кстати говоря, позавчера U-Power заключил спонсорский контракт с миланским Интером. И уже вчера на футболках интеристов было название U-Power в том самом матче, где Интер выиграл с счетом 5-1. Очень крутая игра, было очень много голевых моментов и у Монцы, и у Лечи. В итоге 1-1 было удаление, был отмененный гол после просмотра ВАР и так далее. Были крутые трибуны с обеих сторон и у Монцы, и у Лечи. Что ж, я дико рекомендую вам посетить этот стадион, этот город. Ну а завтра мы будем в Вероне, поэтому никуда не переключайтесь, ждите новый выпуск канала «В погоне за стадио». И не забывайте, выходные – это не время для того, чтобы сидеть дома. Пока-пока!